Всем привет! Сегодня мы будем делать форму вот для такой мормышечки. Капельки. Для этого я сделал вот такую форму из бумаги. Обтянул ее скотчем размером с коробок спичек. Делать будем из алебастра. Для того, чтобы мормышка не тонула и наша форма была правильной, для заливки первого слоя, первой половинки, на дно ложим пластилина. И разглаживаем, чтобы было более-менее ровно. Все, вот он лег. Ну, лишнее мы потом обрежем. Теперь берем нашу мормышку, продеваем иголочку в отверстие, ложим на наш пластилин, вот так вот, и придавливаем, чтобы мормышка вошла до середины. Тогда при заливке у нас получится ровно половина мормышки. Вот как это выглядит. Все. Теперь берем алебастр, добавляем воды и размешиваем. Алебастр должен получиться кашицеобразное состояние. Сохнет он очень быстро. Вот наш алебастр. Жидковатый, конечно, получился, но ничего страшного. Заливаем. И даем ему схватиться. Все, ждем, пока он схватится. Так, ну что ж, наш алебастр схватился. Счищаем все лишнее, что тут у нас отмокло. Так, здесь тоже краешек, уголочек. В основном это уголочки. Все, теперь можно достать наш пластилин. Вот у нас получилась вот такая мормышка. Теперь мы почищаем вот эти края. Чтобы было ровненько. Вот как-то так. Вот получилось у нас. Она как раз по центру у нас залитая. Теперь нам нужно сделать вторую такую коробочку, чтобы в нее положить уже эту половинку и залить. Вот сделал я коробочку вторую. Теперь берем нашу первую половинку и ложим в нашу коробочку. Самое главное, не забудьте смазать маслом или каким-нибудь кремом.
я буду использовать крем для рук. Правда, супруге это не понравится. Ну что ж сделаешь. Это для того, чтобы наша вторая половинка не прилипала. И чуть не забыл. Обязательно сделайте углубление. Для того, чтобы наша форма составлялась очень плотно и в правильном месте. Направляющие. Вот так вот. Их тоже смажем. Ну все. Можем заливать. Так, размешиваем еще алебастера. Хороший получился. И заливаем. Все оставляем высыхать. Ну что ж, вторая половинка тоже у нас схватилась. Теперь разбираем. Нужно почистить. Убираем всю бумагу, так как она будет мешать дальнейшему высыханию нашей формы. И разъединяем. Вот получилась такая у нас формочка. Сразу, пока не высохла наша форма до конца, делаем литничок. И делаем углубление под шарик.
под бусинку, которую мы будем сюда ставить. И на второй тоже. Теперь можем достать нашу иголочку с мормышкой. И делаем также литничок. И углубление под шарик. Все, теперь ложим в теплое место для дальнейшего высыхания. Вот такая форма у нас получилась. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.